вы здесь нахрен никому не нужны. Вот с этой мыслью и езжайте, пожалуйста, в свои заграницы. Потому что если вы это не уясните сразу и не возьмете ответственность на себя, то ой, как сложненько будет потом. Я расскажу сегодня про минусы. Минусы жизни за границей, минусы иммиграции. Привет, вы на канале Галя из Камбоджи. Собственно, я Галя, очень приятно. Подпишись, конечно, обязательно, лайк этому видео. Может быть, оно кого-то предупредит. А предупрежден, значит вооружен. Итак, друзья мои, поеду по больному. Я с 2011 года живу в эмиграции в Юго-Восточной Азии. Большую часть я прожила в Таиланде. Сейчас я живу в Камбодже. Канал Галя из Камбоджи. И еще я в Индии жила. Но это небольшой период времени, поэтому больше будет, конечно, про эти две страны. Во Вьетнаме я тоже часто бываю. Поехали по больному, буду резать правду матку. Один из первых главных минусов – это то, что вам всегда нужно иметь деньги на визу. Можете голодать, можете есть дошираки. Что угодно делайте, но на визу, пожалуйста, имейте денежку. А это стоит нифига не дешево. Но в целом, если разделить, конечно, можно сказать, что нормально, но это постоянная трата из года в год, у некоторых из месяца в месяц, на которые у вас должны быть деньги всегда. Хотите вы этого или не хотите. Если вы хотите работать, вам нужно еще и рабочую визу. Юго-Восточная Азия, она не даст вам никаких поблажек. Даже если вы женитесь, выйдете замуж за гражданина страны, там, где вы живете, вы все равно не станете гражданином. И никаких плюшек вы от этого не получите, кроме семейной визы, по которой вы тоже не имеете права работать. Поэтому, если вам нужно добывать деньги в стране, имейте рабочую визу. Кстати, в Таиланде за то, что у вас просроченная виза, вас вообще могут посадить в тюрьму. И это страшное дело, потому что это настоящая тюрьма. Я там была. Как-нибудь расскажу, как я попала в Камбоджу через тюрьму в Таиланде. Но, тем не менее, приятного там мало. Поэтому денежки на визу всегда должны быть, даже если их у вас нет. А в Камбодже за просрочку визы за одни сутки $10 штраф. Нет, вас не посадят в тюрьму, но $10 штраф за каждые сутки, которые вы просрочили. А в Индии вас вообще никуда не выпустят. Там некоторые люди не могут выехать, потому что там есть такая история, как exit permit, его нужно оформить, чтобы выехать, если вы просрочили визу, то есть разрешение на выезд. А его очень часто теряют. В общем, везде, в каждой стране свои сложности. Визовый вопрос – это гигантский минус иммиграции в Юго-Восточную Азию. Второй минус – это медицина. Про страховку я недавно записывала видео. Если вам интересно и актуально, посмотрите обязательно. Там очень много всего полезного я рассказала. Это мой опыт. Я ходила в госпиталь по страховке. Так вот, рассказываю, что с медициной в Юго-Восточной Азии. Тут вообще нет диагностики. Никакой. То есть, если вы заболели, вы придете в дешевый госпиталь, в дорогой госпиталь. Вы придете, и у вас возьмут кровь на анализ. Посмотрят по общему анализу крови и скажут, что у вас либо инфекция, либо у вас, что там еще может быть, простыли вы просто. Все, и отправят домой. Не проходят, потом еще раз придете, возьмут такой же анализ. И опять скажут, давайте антибиотики поменяем. Давайте еще что-нибудь сделаем вот на этом же уровне. Никто копаться внутри ваших болячек там не будет. А если это что-то посерьезнее, заболели у вас какой-то неизвестный доселе орган, какая-нибудь селезенка, не приведи бога. Вообще это страшное дело, честно вам скажу. Хорошо, что последние лет 7, 8, 10, наверное, есть уже русскоговорящие сайты, где есть доктора. Это, конечно, очень спасает, потому что когда надо докопаться до истины, идешь на такой сайт, платишь русскоговорящему доктору денежку. Он тебе говорит, сдавай такие-то анализы. И вот так вот можно тогда установить себе диагноз. Да, в Азии очень хорошо с хирургией. Если что-то поломалось, здесь 100% полечат. И причем наверняка хорошо это сделают. Но тоже есть спорные моменты всегда. И второй вопрос в медицине – это, конечно, стоимость. Если у вас есть страховка, это плюс большой, но она не всегда
скажем так, вам пригодится, допустим, если без сознания человек. Здесь в Камбодже, кстати, окажут первую помощь, а в Таиланде нифигашушки. Человек будет лежать при смерти и будут ждать, пока какие-то родственники объявятся и скажут, да, есть страховка, или мы готовы оплатить, внесут депозит. Поэтому кто там жалуется на нашу медицину, ребята, не жалуйтесь. Такого качества уровня, как у нас в наших странах постсоветского пространства, нигде в мире, наверное, нет. Так что медицина в Азии – это тоже большой минус. Сейчас дорогу перейду и расскажу вам, как я тут зубы лечила на медь. Дорожное движение я не выносила в отдельный пункт, но это тоже один из минусов Юго-Восточной Азии. Итак, зубы. Что касается зубов, да, тут все делают и делают неплохо, но вы об этом узнаете уже после того, как вам сделали. Или плохо, тоже узнаете потом. Поэтому, знаете, всегда лотерея 50/50. Даже если у вас была рекомендация, вы пришли в хорошую клинику, а вам сегодня не повезло, но настроение не то было у доктора. Вот такое тоже может быть. Но очевидные есть вещи. То есть прям показываешь кариес, который видно невооруженным глазом, и его тебе пропускают. Ну, то есть они заранее пропустили, и ты их показываешь. Как можно было это не заметить, я не знаю. Но такой факт имеется здесь. Еще один минус, который сразу не заметишь, но это я вам его рассказываю уже из опыта достаточно большого проживания за границей в Азии. Вы никогда не знаете, с кем вы общаетесь. Я вам случай рассказываю. У нас был бар, когда мы переехали только в Таиланд. В 2011 году открыли бар. Тайлаунж он назывался. Достаточно популярное место было для местных, для экспатов местных. И там был какой-то очень задиристый дядька, не знаю, лет 40-45. В общем, он ко мне... А я лысая была, я на лысо брилась тогда. Это стиль у меня такой был. Вот. И он ко мне то ли подкатывал, в общем, не давал, всякие шуточки отпускал. А я такая девочка, конечно, тоже язык без тормозов, отвечала ему всячески. Нас там сдерживали, чтобы мы сильно не поссорились. Но в итоге оказалось следующее. Однажды мы в новостях читаем, что его взял Интерпол, и он оказался киллером в прошлом и серийным убийцей. А у него как бы в Таиланде уже была семья, 3 детей, местная жена. И так-то со взгляду не скажешь, о ком вы можете такое сказать. Еще одного мальчика, тоже, который прекрасно фотографировался у нас в баре, его тоже в магазине Интерпол арестовал. Я уж не помню за что, но тем не менее, здесь люди, они вам будут встречаться, и вы никогда не знаете, кто это. Кто этот человек, что у него было в прошлом. Проверить это крайне сложно, поэтому рассказывают вам одно, по ушам ездят, а по факту может быть и совсем другое. И мошенников очень много, и вообще людей, которые своих в беде, в кавычках, не бросают, здесь пруд пруди. Поэтому, ребята, вот это вот тоже большой минус. Следующий минус – это закон и порядок. Собственно, я о действиях полиции. Если спор возник между местным, и я сейчас говорю и про Камбоджу, и про Таиланд, и наверняка про соседние страны тоже, вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Если возник спор между местным гражданином и иностранцем, отгадайте, кто победит? Правильно, всегда победит местный. И суд, если до этого дойдет, а уж полиция тем более, будет на его стороне. Сколько я слышала про эти конфликты, полицейские всегда говорят, даже если вы правы на 100%, полицейские всегда, он скажет, лучше не доводи до суда, лучше договорись здесь, сейчас, на месте. А если возник спор между иностранцем и иностранцем, то делать никто просто ничего не будет. Но здесь в Камбодже 95% я вам даю, что ничего не будут делать, а в Таиланде тоже. В общем-то, я ж правду обещала рассказывать. Вот она, грустная правда. Сами, ребятки, разбирайтесь.
и сами решайте свои проблемы. Понятно, если там какое-то глобальное дело, где все могут заработать, то зашевелятся. А на мелких спорах никто ничего не будет делать. И опять же, законы очень сильно отличаются от того, что мы привыкли. Здесь, конечно, нет окупусов, как в Испании, но здесь есть другие разные нюансики. И, в общем-то, просто законов нет, таких, которые мы бы хотели, а они не существуют. Вот. Поэтому, друзья мои, узнать точные законы, особенно в Камбодже, это вообще невозможно, мне кажется, местные их не знают до конца. Но имейте в виду, что лучше на месте решить все вопросы, чем доводить до каких-то глобальных дел. Лучше вообще не встревать во всякие неприятные ситуации. Следующий минус, который я хотела бы выделить, и как бы банально он не звучал, но это разница менталитета. То есть Азия и каждая страна в Азии – это отдельная своя планета. Это не просто разница, а колоссальная, то есть кардинальная разница. И да, что нужно сразу знать, что бы я хотела бы сразу знать, когда я сюда ехала, да, это то, что нам нужно заземлиться. То есть частую ошибку, которую совершают люди, только что переехавшие, они пытаются под себя подтянуть всех вокруг. Вот я приехала, я вас сейчас всех научу. Ага, проходили, знаем, забудьте навсегда. Никого учить здесь не надо, и обзывать людей тоже не надо. Нет, они местные здесь, и не тупые, и не глупые, они просто другие. И вот если это принять, а сразу это принять достаточно сложно, наверное, через месяца, а может через годы только осознание полное приходит, то тогда с этим здесь можно жить и с ними можно контактировать. Но вы всегда будете для них чужой, другой человек, иностранец. Разные здесь страны, те, которые особенно были колониями, Камбоджа, например, Вьетнам, другое немножечко отношение к иностранцам. Таиланд колонией никогда не был. У них абсолютно свое отношение к иностранцам. Но вам нужно запомнить, что они другие. Действовать они будут по-другому. Еще есть один большой минус у всех азиатов. Они не хотят упасть в грязь лицом. Есть даже такой термин «не потерять лицо». И они вам не скажут «нет». Даже в серьезных ситуациях спросишь: понял? Да. Сделаешь? Да. Что не сделал? Не понял. Но сразу сказать было нельзя. И это бывает, вот я, например, я работаю гидом, и в Таиланде тоже работала, никому не говорите, правда, об этом. Там нельзя работать гидами, но я уже и не работаю, поэтому смело рассказываю. Был у нас водитель новенький, он сел на хороший очень автобус, и он залил двигатель, то есть перегрел его, что-то там случилось такое, что двигатель полностью надо менять. А знаете почему? Потому что целый автобус иностранцев сидел, и ему нужно было остановиться где-то и сказать: все, автобус ломается, он знал об этом уже. Но он дотянул проблему до конца, почти до отеля, хотел там решить. То есть это внутри, в сердечке, вот здесь вот, в головушке, это не исправишь. Это не потому, что он плохой специалист, а потому что он действовал совсем другими категориями, мыслят здесь местные. Вот это вот может быть большим минусом в случае, если вы хотите вести свои дела так, как вы привыкли. Еще один минус – это когда вы пропускаете все праздники или важные события вашей семьи. И вообще общение с семьей становится удаленной. Если вы любите свою семью, вам важно общение, имейте в виду, что свадьба, похороны – это не всегда будет проходить с вами. То есть вы не всегда сможете туда попасть, потому что это сложно, это дорого. И особенно если события случаются как-то неожиданно, да, даже печальные, вот так вот взять билет, быстренько улететь, это не всегда есть возможность. Ваши родные племянники, младшие братья, сестры, если такие есть, они живут, воспитываются, взрослеют без вас. И рано или поздно вы, понятное дело, обнаруживаете, что вас не знает, вы какая-то там далекая тетя Галя, которая живет в Камбодже. Вдруг неожиданно, и вообще где это?
ну, несуществующий человек. Понятно, что близкими вы общаетесь, а уже кто-то подальше, они выпадают из вашей жизни. И если, конечно, вы привязаны к семье, то это будет большим минусом, потому что, ну, по факту, честно, не наездишься. То есть так часто, как хотелось бы, видеться не получается. И да, это минус. Это определенно минус. Следующий минус, который я обозначу, это то, что иностранец, белый человек в Азии всегда мешочек с денежками на ножках. Хорошенький такой. Чем толще, тем лучше, тем больше денег, значит, у вас. Особенно мужчины, имейте это в виду. Белый человек не бывает бедным. Это сразу вам отвечаю. Просто в разной стране, в каждой стране есть своя степень наглости, скажем так. Про то, что в Таиланде девушки ищут себе богатого, это такой стереотип, скажем так. Но он имеет место быть, потому что он не на пустом месте взялся. Здесь, в Камбодже, ребятки меньше избалованы еще пока. Но, ну, кстати, есть уважение к белым. Это, наверное, еще с французов здесь осталось. В Индии вообще день зря прошел, если вы не обманули иностранца. Хоть на каком-то, на ровном месте. Да, в Камбодже меньше всего это ощущается. Но, тем не менее, все дороже для иностранцев. Начиная от еды, разное меню в кафе дают. Заканчивают, например, у нас есть компания здесь в Камбодже. И еще плюс 1% ко всем налогам от прибыли. От прибыли, да, еще 1% платится просто потому, что ты иностранец. А еще в Таиланде тоже, например, я знаю, что компания оформлена на иностранцев, а ищут все себе местного директора, потому что так дешевле налоги платить. В общем, вы не будете нигде по таким же ценам жить, как и местные ребята. Ну а что касается квартир, то, скорее всего, вы там и не захотите просто жить, где местные живут. Поэтому, в общем, готовьтесь. Для иностранцев все дороже. Hello. Он улыбается. Милые такие, пока с ними близко не общаешься. Так, следующий минус – это про работу, ребята. Это очень важный минус. И поэтому рассказываю как на духу. Если вы не сын олигарха или дочь, или у вас есть несколько квартир, ну или хотя бы одна хорошая, которую вы сдаете, то есть если у вас нет ежемесячного дохода откуда-нибудь, который на вас сваливается регулярно, то тогда вам придется добывать деньги на месте, то есть своим собственным горбом. Варианта 2 – это либо работать онлайн, либо находить на месте, да, работу себе на месте. И вот здесь-то и кроется самая главная затыка, потому что работать на месте вы мало того, что не можете на всех профессиях, так вам еще никто и не даст по факту. Но в Таиланде с этим вообще очень строго. Там есть список запрещенных профессий. И вы не можете там быть таксистом, не можете там ногти пилить, стричь. И что наши мастерицы умеют так хорошо? Это все нелегальные профессии для иностранцев. За это можно депортацию получить и очень надолго из Таиланда уехать, а то и навсегда. В Камбодже здесь можно работать практически кем угодно, кроме водителей. Да, водителями нельзя работать. Так, в принципе, гидами мы не можем работать официально, в смысле в храмах. Но как сопровождение, турлидер это называется, это можем мы делать. В Камбодже с этим полегче. Кто во Вьетнаме, расскажите, пожалуйста, в комментариях, как у вас там обстоят дела. Но на самом деле находить работу на месте – это очень сложная задача. Если вам не повезло и вы не нашли свое призвание, как у меня это случилось, когда я стала работать гидом, и мне это так понравилось, что я с удовольствием это делаю. Это не самая простая профессия, я вам честно говорю. То, в принципе, вы можете что? Вы можете вкладывать деньги и открывать свой бизнес. То есть за границей нужно организовывать самому себе работу.
Вот это важная часть. Вас никто не ждет здесь на работу, особенно на низкие какие-то должности и разнорабочим мешки таскать. Тут для этого есть свои ребятки. Поэтому мы нафиг здесь со своим горбом не нужны. Так что если вам надо добывать деньги на месте, хорошенько подумайте заранее, как вы будете это делать. И вспоминайте пункт 1 про визу. Все, и на этом все сказано. Еще один минус, который для многих очень важный, это, конечно, общение. Общение на родном языке и вообще комьюнити, которое вас окружает, потому что как такового здесь сложно найти людей по интересам. Да, конечно, в Таиланде, например, если вы живете в Паттайе или на Пхукете. Hello! Дружелюбные. В Таиланде, на Пхукете, если вы живете в Паттайе, например, жила, да, там получше. Но вспоминайте пункт, когда вы не знаете, с кем вы общаетесь. Очень важный. А здесь у нас в Камбодже, во всяком случае в городе Сиам Рип, где я живу, здесь вообще по пальцам можно пересчитать людей, которые здесь живут постоянно. Русскоговорящих я имею в виду. Поэтому нужно, конечно, иметь это в виду, если вы такой человек, которому необходимо общение на родном языке, которому нужны друзья. Здесь, скорее всего, может не сразу, а может вообще вы этого не найдете. А если вы любите быть один, и вам, в принципе, нормально, как некоторым, то тогда все окей. И тогда это даже можно сказать, это будет плюсом. Чем больше плюсом, чем минусом отсутствие людей. Но честно скажу, что иногда, да, иногда ты чувствуешь себя в изоляции. И хочется с кем-то поговорить, а не с кем. Просто потому, что здесь нет людей. Или ты не найдешь тех среди вот, кто есть, потому что маленький круг людей здесь проживает, не найдешь тех, которые подходят именно тебе. Ну и последнее, наверное, что я хотела бы сказать. Сколько бы вы ни жили за границей, в любой стране мира, ну хотя нет, наверное, так не могу говорить, потому что я не жила в Европе, может быть, там по-другому, напишите тоже в комментариях. Давайте все-таки про Азию, я здесь специалист. Сколько бы вы ни жили в Азии, в Юго-Восточном, вы никогда не станете здесь своим. Вы все равно всегда будете вы говорить на местном языке, хорошо будете говорить на местном языке. Вы все равно всегда будете белый иностранец для местных жителей. Они все равно купят, в случае чего лучше, у своего. Они отдадут предпочтение в каком-либо выборе всегда своему. И вы всегда будете здесь чужим. Имейте это в виду. Это были минусы, которые выделила я с высоты своего прожитого опыта. Напомню, с 2011 года я живу в Юго-Восточной Азии. Много где была, много что объездила, много с кем общалась. Поэтому имею право про это говорить. Если что-то не сказала, дополняйте, пожалуйста, в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал. Буду много интересного рассказывать. И не только про Камбоджу, а вообще про жизнь, скажем так. Буду благодарна вашему лайку. И перешлите это видео, если кто-то из ваших друзей собирается переехать за границу, думает об этом. Пусть послушает. Пусть вначале послушает. С вами была Галя из Камбоджи. Пока!